Это предсказание откроет вам глаза. Откроет вам глаза на будущий год. И я сделаю гороскоп на все 12 домов. И на 12 месяцев. Кстати, 12 месяцев, 12 домов. Поэтому это предсказание можно смотреть. Очень, очень интересно. Можно смотреть по месяцам, а также по домам гороскопа, потому что будет 12 карт. И эти карты скажут основные характеристики каждого месяца, начиная с января, заканчивая декабрем. А также я буду добавлять карты, если будет что неясно. Потому что здесь, конечно, у нас 36 карт, а месяц у нас 12, да, так что будет еще дополнительная информация, если нужна. Я буду, конечно, вам ее открывать. Любую дополнительную информацию, которая нужна будет. Все скажу, правдиво скажу, все, что услышу, увижу, почувствую в домах. Итак, карты готовы. И мы начинаем. Это январь. Вот. Февраль. Март. Апрель. Май. Июнь и июль. Это первый ряд. 6 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Давайте возьмем июль здесь, чтобы все карты были в поле вашего зрения. Потому что глазами мы тоже по ним получаем информацию. Кстати, самое главное на самом деле. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Все 12 карт перед вами вот остались еще для разъяснения, если нужно будет. А я буду открывать, что вас ждет в каждом месяце. Январь. Но это очень счастливый месяц будет январь. Здесь будет огромная радость, будет счастье. Очень хороший месяц. Это карта успеха, солнце, да, она выполняет обещания, что касательно личной жизни. Во-первых, да, вот здесь спящая красавица, как намек. На самом деле это карты особенные. Они называются сказочные. Но не нужно думать, что сказки — это ложь. Это намек на правду, это намек на жизнь. И это как бы косвенно о самом важном, да. Как бы здесь вроде о сказке идет речь, спящая красавица, на самом деле о вас. Вы были спящая красавица до сих пор. То есть до сих пор ваша удача спала, как бы, да, она была завуалирована. А теперь ваша удача открывается вам, и вы становитесь очень счастливы. Здесь эта карта открывает удачу на дела, потому что солнце — это успех. Успех в делах прежде всего. Вот, и в семейной жизни. Что вы найдете себе спутника жизни, кто ищет, или же со спутником жизни вашим, с которым вы сейчас, наконец-то будет мир, благополучие, и вы научитесь взаимодействовать друг с другом. Это очень счастливый месяц. Январь — очень счастливый месяц. Теперь я смотрю следующую карту, это будет на февраль. Эта карта кольцо, еще лучше. Ну, лучше не бывает, они все разные, все по-своему хорошие. Даже вот так называемые плохие карты, они всегда помощники, всегда как горькая пилюля. А здесь карта кольцо. На февраль это прежде всего означает подарки судьбы. Вы получите какой-то подарок от других людей, или же судьба будет давать вам подарки. Это для кого-то подарок, как в феврале найдете лучшую работу, переедете в лучшее жилье, в лучший город или в лучшую страну даже. Это реализация себя, это вот обещание, которое вам давала судьба, она начнет выполнять. Это также обещание от любимого человека, если для кого-то это актуально. То есть он подарит вам какой-то очень важный подарок, большой, или же подарит свое сердце, признается в любви и скажет, что хочет на вас жениться. Ну, кольцо понятно, да, это выполненное обещание. Так что в феврале выполните все ваши обещания. Это однозначно. Если однозначный ответ, я не беру дополнительных карт, если так понятно все. Теперь у нас идет следующая карта, и это на месяц март. На месяц март, что у нас выходит? Карта перемен, карта корабль. В марте вас ожидают перемены. Это перемены прежде всего в тех сферах, которые у вас застоялись. Там, где вот как болото было, не было, ну никуда, сдвигов не было с мертвой точки.
Именно в этих сферах у вас будут перемены, перемены к лучшему. Корабль, перемены к лучшему. А это также переезд. Переезд или поездки. В марте могут быть поездки куда-то, командировки, важное событие, отпуск. Что-то очень свежее, свежий ветер перемен. Помните, как в Мэри Поппинс? Ветер поменялся, а значит, новые идеи пришли, значит, новая жизнь настает. Вот в марте у вас будет новая жизнь. Это, кстати, встречи могут быть с новыми людьми, для вас вот прежде незнакомыми, совсем новые у них будут характеристики, они будут совсем отличаться от тех людей, которые вы знаете, потому что это свежий ветер перемен. А также те опасности, которые у вас были, какие-то преграды, они начнут решаться. Потому что корабль во времена Ленормана — это было то время, когда люди путешествовали. Это опасное путешествие, которое приведет вас к успеху. Это очень хорошая карта успеха. Номер 3 — это вообще номер изобилия, так что у вас будет очень прекрасный, замечательный март. Перемены, в марте перемены. Я вообще рекомендую вам вот такой ежедневник на год, да, мы все делаем вот на Новый год себе ежедневник. Красивая тетрадка, где вы будете записывать свои планы на каждый день и на каждый месяц. Я рекомендую вот эти карты писать, они будут вам путеводной звездой. Следующая карта — это апрель. Самое актуальное, что будет в апреле, главное событие апреля — это карта собака. Здесь дружелюбие вашей обстановки, атмосферы, людей, которые с вами, это встреча нового друга. Это дружелюбие в бизнесе, в котором вы есть, где у вас не будет злых, больных конкурентов, которые по неправильным правилам конкурируют. У вас будет 18 номер, это 9, полнота чувств мужчины. Апрель месяц дружелюбный. Вот все будет складываться так, как вы хотите. Это очень хороший дружелюбный месяц. Это апрель. Теперь мы смотрим на май. Месяц май, вот эта карта 5 покажет месяц май. Главное событие мая. Во-первых, не пугайтесь. Карта крест — это карта судьбы. Судьбоносный май. Да? Это означает, что в мае вы можете познакомиться с кем вы никогда не расстанетесь. В мае, вот судьбоносный, то, что очень главное, да? В мае вы можете начинать дело, которое никогда не бросите. В мае вы можете приходить на работу очень стабильную, долгую. А также май снимет какую-то тяжесть с вашей души. Вот это обязательно будет. Уйдет какая-то тяжесть с души. И все те дела, которые вы будете делать в мае, они будут на долгое время. Вот запомните эту карту. Все дела, которые вы начнете в мае, они будут на долгое-долгое время у вас. Например, познакомитесь с кем-то на долгое время, переедете в какую-то квартиру на долгое время, устроитесь на работу на долгое время, чему-то будете обучаться, на всю жизнь это вам поможет. Теперь я смотрю июнь. Это у нас с вами карта номер 6, июнь. Смотрите, это карта тучи, да. Смотрите, июнь, да, в июне обычно погода уже неплохая, но бывает плохая. Кстати, вот часто именно в июне погода не очень. Здесь вот такая погода между вашими близкими. То есть тучи говорит, что кто-то будет пытаться убедить вас в чем-то, в чем им выгодно. Вы знаете, да, это могут быть люди и доброжелатели, и недоброжелатели. Из доброжелателей это может быть, скорее всего, как мать, родители, которые по незнанию типа хотят вам помочь, хотят вам, так называемо, запудрить мозги. То есть внушить какие-то мысли, которые, по их мнению, вам помогут. Постелить якобы соломки, помешать человеку жить. Раз постелить соломки, значит, не хотите, чтобы он вышел в жизнь и начал жить. А жизнь — это всегда опасно, но это всегда интересно. И карта тучи может означать, что в вашем обществе именно в июне вы обнаружите людей, которые, в принципе, преследовали свои интересы, убеждали вас в чем-то. Да? От них нужно или избавиться, или не обращать внимания на их попытки, никчемные попытки вас запутать. Что еще карта тучи может означать? Она может означать переменную облачность. То есть в июне может так вам казаться, что я устала, мне нужно отдохнуть, нужен отпуск. Или же как-то дела не идут, опять нужен отпуск, мои идеи не реализуются, значит, нужно бросить эти идеи и не сразу судорожно хвататься за другие идеи, а просто оставить какое-то время отдохнуть. Очень хорошо в июне в отпуск идти. Вот карта тучи говорит об отпуске. Иногда нам кажется, вот я пошла в отпуск, а дождь идет целую неделю. Но это не зря. Это тоже хорошо. Дождь — это очищение, омывание. Да? В общем, это хорошее что-то. А тучи говорит о том, что, смотрите,
Это все временно. Временная облачность будет в июне. Так что если в июне там задерживаются дела, задерживаются бумаги, не грустите, это все временные задержки. Это на июнь. Смотрим на июль. Эта карта покажет главные события на июль. А карта Медведь, хорошая очень карта. Это карта главенствия. Это может быть ваш начальник, который даст вам повышение. Это может быть вы, который встретите мужчину. Это вы, как, знаете, ваши архетипы внутренние, да? И вы встретите мужчину, который будет соответствовать вашим архетипам. А карта Медведь говорит об удачном продвижении ваших дел. Или же дел, бизнес какой-то, либо же это дела домашние, семейные. Это когда есть главные мысли. Медведь — это главный. Главные идеи реализуются. Это вы у руля своей жизни или ваш мужчина у руля его жизни, и поэтому у него все идет хорошо. Карта Медведь — это карта удачи. Это карта на удачу, а также на защиту от любого негатива. Это мощный такой страж, который стоит на том, что он охраняет вас от ненужных вам людей, обстоятельств, дает вам защиту. Знаете, как вот такая какая-то сильная, мощная сила, которая как продвигает вас вперед. Медведь — это всегда успех. Это успех, особенно в делах и в сексуальных чувствах. Да? Это может быть встреча с мужчиной, опять же, для кого это актуально. Мне иногда пишут, упрекают, а меня отношения не волнуют. Но я ведь говорю все, что есть в карте, да? А все, что я не сказала, не сумела, не смогла до вас донести, карта скажет без слов. Карта Медведь говорит о том, что будет успешный месяц. Вы будете владеть чем-то. Медведь владеет. Медведь владеет всем лесом. Так что вы будете владеть всеми обстоятельствами вашей жизни. Запомните, июль очень успешный месяц. Это август. Что вас будет ожидать в августе? Главные события. Я рекомендую это писать себе в календарь, вот эти карты. И они будут вам помогать целый месяц, как путеводная звезда, как оберег своеобразный. Да? В августе карта лиса, как вы видите, да, это тотемное животное лиса. Это умение идти своим путем, умение не сдаваться, умение быть гибкой к обстоятельствам и приспосабливаться. Может быть, вы выбрали для себя какую-то идею, какую-то цель жизненную, но всегда счастлив и успешен тот, кто эту идею и цель корректирует по дороге, то есть гибкий, да. Например, обстоятельства всегда нас как-то ведут, потому что существуют общие тенденции мира. Ну, такое есть. Астрология это понимает как общее движение звезд, планет. Это же общие гороскопы, это общее движение общего пространства, а не как личное. Личное — это, скорее всего, натальная карта, и это судьба человека, о которой я часто говорю и буду больше говорить, буду делать материалы в общем доступе по астрологии больше. И здесь вам на август дается карта лиса. Иди своим путем, добивайся своего результата. Не обращай внимания на конкурентов в любви или на конкурентов в делах. У тебя есть своя изюминка в женской красоте, в твоих талантах, если касается работы. Ты будешь обязательно успешна. Вот эта карта очень хорошая. Она говорит о личном успехе. А также лиса говорит, что если кто-то хочет что-то вам внушить, как манипулятор, не верьте ему. Всегда доверяйте только своей интуиции, то есть своему gut feelings, такое внутреннее чувство, хорошо это именно для вас или плохо. На самом деле секрет счастья очень простой, и он выражается в карте лиса. Это такая хитрость внутренняя, которая говорит, что вообще все пробуй на вкус в жизни. То, что тебе нравится, то бери себе. То, что не нравится, отбрасывай. И будешь обязательно счастлива. Но никто так не делает, потому что нам внушили с детства: ешь всю кашу до конца. Каша была ненавистная, да? Поэтому мы как бы не умеем выбирать. А лиса выбирает свою дорогу. В августе, если выберете свою дорогу, вы обязательно придете к успеху. Хорошая карта, но я могла бы еще целый час рассуждать по одной карте. Вы знаете, что я страдаю этим, что ко мне как идет поток, открывается живой канал карт. Я обычно все вам до крохи отдаю, потому что мне очень важно, чтобы вам помочь. И страдаю, потому что на меня часто летят гнилые помидоры, что я долго говорю об одной карте. Но так открываются они для меня, девочки и мальчики любимые, да? Так, что-то я здесь не то сделала, наверное. Мне кажется, что у меня маловато карт. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. Все правильно. Это был август, а это у нас будет сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Все правильно.
Девочки, итак, смотрите, мы уже с вами посмотрели 6 первых месяцев до июня, записали себе в календарик. 7-й, 8-й месяц, это 9-й, этот месяц сентябрь. Это карта нового чего-то. В сентябре будет что-то новое в вашу жизнь входить, и это новое изменит вас, поменяет, вы себя не узнаете. Потому что это карта ребенок, обновление. И не зря карта ребенок сочетается со стабильной картой 13. 13 это 1 плюс 3, 4 по нумерологии. Это карта особой стабильности. И здесь, на этой карте, это такая символика философская. Покой нам только снится. На самом деле, хорошо, когда у человека есть стабильность, но в меру. Когда есть что-то новое каждый день. Мозг человеческий любит новизну. И этим пользуются кутюрье всевозможные, и люди, которые продают нам ненужные сковородки, кастрюльки и так далее, или крема. Да? Вот. А эта карта говорит, что мозг любит новизну, но из нас должна идти изнутри, вы должны искать свою дорогу, что-то новенькое каждый день для себя делать. По-новому думать, к новому стремиться, по-новому чувствовать. Ну, а если так, по-бытовому, это рождение детей, рождение внуков, рождение новых идей для бизнеса, встреча новых мужчин, женщин, друзей, переезд, новый дом, квартира, новое. Сентябрь — это что-то новое. Нужно мне вот как бы сказать, что окей, иду дальше, потому что сейчас как начну читать карту ребенок, точно будет сейчас целый. Поэтому перехожу на другой следующий месяц, октябрь. Золотое осеннее время, и у нас здесь карта Леди. Это карта Золушки, как вы видите. В этой колоде есть 2 карты женщин. Одна просто госпожа, а другая госпожа, которая настрадалась и которая должно повести, потому что справедливость высших сил такова, что всем людям, которые перенесли страдания, обязательно должно быть вознаграждение. Здесь карта Золушки говорит, что вам повезет, и вы за все свои труды вас заметили высшие силы и вас вознаградят. Октябрь будет знаменателен тем, что у вас будет вознаграждение за все усилия ваши, за страдания, может быть, в любви, когда была несчастная любовь. Вам даст жизнь прекрасного принца. Да? Подумайте о Золушке. Как у нее жизнь сложилась. Ей было тяжело, но тяжело в учении, легко в бою, говорят, да? И вот так у нее было. Она училась жить, она училась как бы искать себя. И да, люди ею пользовались, пока она это делала. Но пока люди ею пользовались, она приобретала свои какие-то важные навыки, свои черты золотого характера. Да? У Золушки золотой характер. Она была такая терпеливая, тяжело работающая. И это карта для тех людей, которые настрадались. Тяжело шла карьера, тяжело шли в гору, тяжело выстраивали свои дела или тяжело выстраивали отношения. Октябрь будет знаменосен тем, что вы получите вознаграждение. Ну вот больше ничего не скажу, потому что не хочу делать слишком длинное видео. А все остальное карты скажут за меня без слов. Конечно, конечно, так и будет. Вот эта карта, она на ноябрь. И здесь вышла карта, которая называется коса. В ноябрь нужно пожинать урожай. Нужно косить как деньги, да? То есть брать то, что вам жизнь дает, подарки судьбы. Наконец пришло время пожинать урожай. И, может быть, даже это время отказаться от ненужных связей, от ненужных опасных связей. Есть такой фильм, есть очень классный французский «Опасные связи». И то, что я рекомендую что-то кому-то. Вообще кино — это вещь очень сложная, она часто нам нервы расстраивает. Самое важное кино — это реальность, то, что мы смотрим с вами на картах. Да? Ну вот опасные связи, да, не нужно вам опасные связи, будьте осторожны в ноябре, отказывайтесь от опасных связей всяких. Если кто-то хочет вам помешать, хочет навредить, не нужно просто с этим человеком доверять, не нужно людям, которые хотят вам навредить. То есть в ноябре будьте осторожны, это предупреждение вам. А если будете слушать вот карту, да, совет, она вам поможет этих людей узнать и не поддаваться всяким опасным связям, там, где кто-то хочет вами манипулировать. А коса тоже в то же время пришло вам получать награду тоже, потому что это пожинать урожай, награду за свои труды. Хорошая карта. Конечно, они все хорошие, но каждая другой оттенок имеет. Это следующая карта на декабрь. Это карта письмо. Итак, теперь это будет письмо. Здесь будет идти речь о том, что вы получите письмо.
Но за целый месяц одно письмо, конечно, нет, это целая корзина писем. И лес — это ваше подсознание, ваши какие-то темные стороны, где вы боитесь чего-то, теневое «я», которое вы скрываете, может, сами от себя, потому что думаете, что это плохая черта или характера, или плохая черта внешности вам так внушили или навязали. Это вот лес, это подсознательное, да. В лесу такие волки, такие опасности какие-то вас подстерегают. Но это вам говорю, что тем людям, которые думают, что какие-то есть опасности, в себе не уверены, дается вот это письмо от высших сил. Это даже тотемное какое-то животное, волк. Кстати, волк, тотемное животное, это особая интуиция. А в декабре будет открываться ваша интуиция. Но это тоже просто ценные бумаги, которые будут решаться. Будут решаться какие-то важные дела в декабре. Вы найдете себя, вы получите продвижение своих дел. Придут письма от любимых. Это приглашение на какое-то торжество, свадьбу. Может быть, это на свидание, переписка с мужчиной, переписка с работодателем. Это, в общем, какие-то очень хорошие новости будут в декабре. Как вам этот расклад? Классный, правда же? Нам даже не понадобились больше карты. Вообще Ленорман всегда мне открывается очень глубоко. На самом деле выложить 100 карт на стол — это каждый может. А вот одну карту прочесть нужно, конечно, иметь интуицию с высшими силами. Я благодарю, что высшие силы мне открываются. Я человек скромный, простой, но высшие силы мне открываются. Я им благодарна за это. Так что я отправляю карты назад в колодочку, в коробочку. И желаю вам счастья. Не буду больше задерживать. Следующий год по месяцам. Окей, девочки, мальчики любимые, по месяцам. Что вас ждет? Это что такое? Ну, пусть выпало, я, может быть, посмотрю, конечно. Да, карта сама вылетела, но я месяц еще не загадывала, поэтому просто посмотрю. Это карта сад. Выбирайте людей, с которыми вы дружите. Нужно, как рыбка в воде, быть в поддерживающей среде. Вы помните это, да? Это важно для вас. Вот это важное послание практически для 100% людей. Если бы мы выбирали только поддерживающее нас окружение, мы были бы точно счастливы. Потому что счастье человека зависит от, первое, это внутреннего состояния счастья, второе, окружение, которое его окружает. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Все, полгода. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Все, закончили. 12 месяцев. Сказка 12 месяцев. Помните, была в сказке намек добрым девицам урок. 12 месяцев, девочки. Все вам на пользу. Есть еще карты у меня. Я их никуда не дела. Если нужна будет помощь, я обязательно буду добирать. Вот это на январь. Советую вам в календарь свой, который вы приготовили себе на год, записать карту месяца, потому что она будет вам помогать. Я в этом больше чем уверена, на все 1000%. Итак, это на январь. Карта змея. Кто-то сейчас испугается. Вообще, если вы пугаетесь, не нужно бояться. Боритесь со своими страхами, потому что карта змея — это очень хорошая карта, как все остальные здесь. Итак, что говорит карта змея? Это образование прежде всего. В январе желательно получать какие-то новые знания по вашей профессии. И эти знания вам обязательно принесут успех. Это могут быть знания касательно новой профессии, чего-то нового. То, что вы любите, по вашим талантам, вы будете получать какую-то информацию. Это интеллектуальная собственность, это самое дорогое, что сейчас есть. Потому что у людей, которые постоянно самообразовываются, у них всегда все хорошо. Им жить интересно, и у них всегда будут деньги, потому что профессионально они на высоте. Это также сексуальная карта мужчины. Поэтому в январе будет возможность иметь прекрасные личные отношения с мужчиной, сексуальным, ярким, стремительным, желанным. Змея по эзотерике. Кто смотрит мои видео давно, я вам даю секреты эзотерики, которые мне Джон передал в свое время. Это повторяющиеся движения.
То есть у вас жизнь будет обновляться. Вы перейдете на новый уровень своей жизни. А для многих это переход на новую работу, переезд в новый дом, квартиру. Это новые отношения. То есть ваша жизнь будет обновляться. Эта карта не говорит о соперниках. Абсолютно. Потому что карта всегда отвечает на вопрос, который задан. Вопрос задан такой: какой ваш будет январь? Вот обновляющееся движение, ум и смелость. И смелость, да, смелость. А может быть, соперники в бизнесе, но вы такая смелая, смелость города берет, что никакие соперники вам не страшны, наоборот. Из-за того, что есть соперники, обычно человек более умный в бизнесе делается. Это карта на февраль. Карта собака, карта дружелюбная, очень хорошая. Февраль — это месяц, где можно познакомиться с мужчиной. И у нас Валентин день в феврале, то есть праздник влюбленных. Или же ваш мужчина вас будет любить больше, чем раньше. Февраль — это месяц любви. Если вы ссорились, вот именно в феврале помиритесь. Выйдет на связь человек, которого вы любите, скажет, что вас любит. Это дружелюбная обстановка на работе, это когда вы находите новую, хорошую работу, когда обстоятельства в вашу пользу. И когда обстоятельства такие, чтобы вам угодить, чтобы получилось все так, как вы хотите. Потому что собака угождает хозяину. А теперь эта карта без слов вам закончит все мои мысли и расскажет то, чего я не сумела сказать. Подумайте, какие качества у собаки? Преданность. Вот в феврале будет преданность. Дружба. В феврале будет дружба. Доверие. И все такое, самое лучшее. Служение друг другу в семье. Это семейные узы крепкие. Вот такой очень хороший февраль. Теперь март. Вот это март. В марте карта звезды. Но у вас здесь, девочки, просто подержу так карту, а вы загадываете свое желание на март. Оно обязательно сбудется. 300% что сбудется. Потому что карта звезды, она просто исполняет все желания. Это карта чистого звездного неба, когда у вас все хорошо. Это когда вы знаете, куда вам идти. Вот такая дорога, жизненная дорога будет ясная. В астрологии и вообще в картомантике карта звезды всегда обозначает ясность. Потому что Солнце — это когда днем все видно. Но ночью, если нет звезд, мы ничего не видим. И это то, что вечером будут приходить правильные идеи, что будет открываться космос и давать вам правильные мысли. Это когда вы будете знать свою дорогу жизненную, и она будет очень счастливая. Конечно, карта звезды на март исполняет все желания в марте. В марте все ваши желания исполнятся. То есть это успех. Чего вы хотите, к чему вы стремитесь, ежедневный труд. Вы вкладываете себя в какое-то дело и будете получать путеводную звезду для этого дела. Или же, например, в любви. Вы будете звезда в марте, вы, может быть, добьетесь успеха в карьере, вы будете замечены начальством, или же станете знамениты на YouTube, на Instagram. Станете заметны, и любимый человек вас найдет. Очень хорошая карта счастья, март. Теперь смотрим на апрель, 4-й месяц. На апрель выходит карта коса. Именно в этом Ленорман коса у нас урожайная. То есть апрель будет такой месяц, где у вас будет много денег. И успех будет. Видите, здесь снопы. В эти снопы вкладывается энергия труда в поте лица. То есть вы трудились над каким-то проектом, на каком-то предприятии, и вот все ваши труды дадут результат. Дадут результат, пришло время наслаждаться результатом. Вот это будет в апреле. Вы будете наслаждаться результатом. Это время отдыха тоже, потому что когда мы уже сложили всю свою работу в снопы, ну это я символически, нужно перевести на человеческий язык, когда вы закончили какие-то дела или познакомились с человеком для личной жизни. Теперь время результата, время отдыха и счастья. В апреле очень хорошее время наслаждаться результатом, который достигли вы не просто так, он к вам с неба не свалился, а результат вы достигли, потому что работали много.
И в апреле у вас будет время, когда можно будет уже отдохнуть. Май. Что будет в мае? Карта сердца. Это одна из самых лучших карт. Ну, конечно, сердечные дела. Это букет прямо в сердце, да, то есть намек на цветы. Цветы — это высокая вибрация любви. Так что это сердце полное любовью, да. Именно в мае будет возможность встретиться где-то с любимым. Может быть, на отдыхе, может быть, на конференции какой-то или библиотеке, в баре, кто куда и ходит. Но это время встретиться с любимым. Это время, когда вы радуетесь, сердце поет. Сердце поет от радости, да? Сердце поет от радости. Это май. В мае сердце будет петь от радости. Очень успешный месяц. Девочки, смотрим июнь. Это июнь. В июне выходит карта башня. Для вас, мои уважаемые друзья, именно в июне это время или менять работу, или переходить на новую должность. Карта башни — это сигнификатор работы. Именно в июне вы добьетесь больших успехов в работе. Это время строить карьеру, время думать о себе, любимой. Посмотрите, в мае вы строите отношения, а в июне вы думаете о себе, потому что в отношениях, как и в любом другом деле, да, отношения — это тоже дела. Главное — ваше самочувствие в паре. Оно очень мало зависит от другого человека. Это состояние. Какое у вас внутреннее состояние? Мне иногда пишут, что я одинока. Но иногда понимать можно карту башни как карту одиночества. Я ее так не вижу. Потому что 19 номер — это 1 плюс 9 — 10. 1 плюс 0 — это 1. Это когда мы у себя всегда одни, в принципе, да. Если человеку с собой грустно, что-то не так у него внутри происходит. Потому что человеку с самим собой всегда должно быть интересно. Июнь будет наполненный вот таким ощущением, что вам нужно научиться, вернее, что значит научиться? Попробуйте кайфовать. Вот это же не в нагрузку. Кайфовать от самого себя. Ну и в карьера пойдет. Июль. На июль выходит карта, еще одна карта работы. Это карта сигнификатора работы. Карта якорь. Очень хорошая. То есть в июле вы сможете или поехать в командировку, больше заработать, больше клиентов, больше доход, больше качественных клиентов, которые будут пользоваться вашими услугами и будут вам очень благодарны. Якорь — это тоже стабильные отношения в семье. Можно сказать, что ваш июль — это очень стабильный месяц. Очень стабильный месяц, который принесет вам много чего-то, что укрепит ваше ощущение «у меня все хорошо». И я уверена в завтрашнем дне. Об этом говорит карта якорь. Это на июль. Очень стабильный месяц у вас будет, стабильный во всех отношениях, во всех сферах жизни. Месяц стабильности. Это карта на август. Карта книга. Книга, конечно, понимается и как портмоне для денег, и как учебник по профессии, и как книга вашей жизни, которая записана в хрониках Акаши. И эту книгу вы уже читаете, и вы уже видите, что окей, здесь мне нужно вот этим заняться, здесь этим. То есть это информация, да? Важная информация для вас. Это на август. В августе придет важная для вас информация. Может быть, вас возьмут на лучшую дорогу в жизни, то есть на лучшую работу. Может быть, это виза, вид на жительство, какие-то документы у нотариуса продвигаются. Это бумаги, ценные бумаги, важные для вас бумаги. Или же вы запишете какую-то очень важную страницу в книгу вашей жизни. То есть, может быть, где-то встретитесь в отпуске, на дороге, по дороге домой, где-то в торговом центре, у подруги, у родственников, встретитесь с каким-то очень судьбоносным человеком. И имя этого человека будет записано в вашу книгу жизни. То есть судьбоносная встреча. Правильно, вы, наверное, догадались. Книга — это карта судьбы. Ваш август будет судьбоносным.
и очень счастливым. Этот август вы никогда не забудете. А теперь посмотрим на сентябрь. Это карта дороги или развилка так называемая. Перед вами раскрываются 2 дороги, а здесь вы видите даже 4. В сентябре вы будете стоять на перекрестке своих дорог. И в сентябре к вам будут приходить мысли в голову. А может быть, я хочу в своей жизни что-то поменять. А может быть, в какой-то области моей жизни есть застой. И я бы хотела пустить новый ветер перемен. И вот это такая схематическая развилка, ее даже можно себе представить, что вы стали на перекрестке дорог. И вы смотрите в разные стороны. Но я хочу сказать, что какой бы дорогой вы ни пошли, Создатель, Творец идет вместе с вами. Творец нам показывает 4 дороги здесь. Какую вы выберете, это будет ваш выбор. И он будет для вас самый правильный. Творец вас не заставляет выбирать 1, 2, 3 или 4 выбор дороги. Но Творец поддержит вас именно на той дороге, на которую вы выйдете. Поэтому ваш сентябрь — это выход на новую дорогу жизни. В сентябре многие из вас решат для себя поменять карьеру. Может быть, поменять партнера, некоторые решат. Может быть, поменять обстановку в доме или переехать в другой район города, более спокойный, более благоустроенный. Или в более благоустроенную, может быть, даже страну, где просто удобнее жить. Вам именно удобнее. Ведь у каждого человека свое понимание удобно. Но я хочу сказать, что сентябрь — это будет месяц, когда вы скажете: «Я хочу перемен». И это правильно. Вы хотите перемен, а это значит, вы хотите жить. Потому что только те, которые хотят жить, хотят для себя перемены, их не боятся. В сентябре вы будете подумывать о том, чтобы что-то в своей жизни поменять. И это просто идеи, которые будут к вам приходить. А у некоторых даже вы будете предпринимать первые шаги для этих замечательных перемен. Следующая карта — это на октябрь. В октябре вышла карта птицы. Видите, какая красивая карта птицы. И здесь идет речь о вас в новом качестве. Это новое общение с новыми друзьями, новый социум, новые люди, подруги, друзья, любимые. Семья новая, может быть, связана с тем, что вы с новым человеком живете, у него новая семья для вас. Это контакты. Контакты деловые, это самое интересное. Это контакты дружеские. Это умение договориться. Это может быть даже какой-то новый бизнес, новые договоренности, новые соглашения. Соглашение может быть брачный контракт, соглашение может быть на аренду квартиры или же соглашение на какой-то контракт рабочий. Может, многие из вас сделают соглашение на рабочий контракт, и вы будете довольны. Итак, у нас октябрь — это соглашение. Договариваться, соглашаться, разговаривать, общаться. И это самое главное, потому что дороже общения, девочки, нет ничего. Я вам сразу говорю. От сердца к сердцу. Посмотрим на ноябрь. Еще лучше карта вышла, это карта рыбы. Если их вместе сложить, это общение любовное. Рыба — карта любви и карта денег. Да, вы правы, это один канал — любовь и деньги. Это канал любви в любом случае, ведь правильные товарно-денежные отношения — это давать с любовью и получать с любовью. И вот это на ноябрь. Ноябрь — время любить. Это сексуальные отношения для любви. Это приход денег, потому что рыба — это когда полнота средств есть, это приход денег. Это то время, когда вы найдете себя в положении, в таком, которое будет для вас выгодное. Потому что как рыба плавает в воде, выгодное положение, да? И в семье выгодное положение, взаимное доверие, потому что ведь это поддерживающая среда, кстати, самое главное — поддерживающая среда. Ноябрь — время любить
и получать хороший доход за свои труды. В двух словах вот так. Вообще, я могла бы только карты выложить, но хочется с друзьями поговорить. Они и без слов очень понятные. Это карта на декабрь. Посмотрите, какая красота. Карта лилия. Ну, как нельзя лучше. В декабре мы подбиваем итоги прошлого года и сделаем планы на предстоящий год. И если мы благодарны судьбе за тот предыдущий год, нам судьба будет давать подарки в новом году. Потому что бы ни было, если мы благодарны, это значит, мы вынесли урок. Мы поняли, что жизнь — это просто опыт, experience, опыт. И если опыт негативный, значит, мы были не в том месте, в котором нам нужно было жить. Потому что Творец для нас хочет только любви, только позитивного опыта. Карта лилия — это верные отношения с мужчиной в декабре. Это верность вашей профессии, работе. Это верные труды, за которые вы получите прекрасные дивиденды или зарплату. Дивиденды, если бизнес у вас. Зарплату, если вы работаете на предприятии. Это доверие, это взаимное доверие, это благодарность вам, людям, которым вы помогли. И это мужчина, который любит вас, потому что это высокая вибрация любви лилии. Это то, что вас ждет в декабре. Вы подумаете о том, какой был год, что он вам принес, и вы будете делать планы. И декабрь говорит, что ваши планы все сбудутся, потому что у вас правильное намерение. Белые лилии — это чистые намерения. И в декабрь именно будет важен тем, что люди будут к вам приходить с чистыми намерениями. Чего еще желать? Это прямая дорога к успеху, когда к вам приходят люди только с чистыми намерениями. Вот такой расклад для вас, дорогие мои друзья. Я желаю вам счастья, любви и процветания каждый месяц, каждого года. Ну а здесь очень важная была для вас информация. Девочки, мальчики, кто зашел? Хочу вам сказать, я карты собираю, что я сделала расклад для Овна и для Тельца. Я буду делать расклады эти по 12 месяцам на все знаки зодиака, но сейчас мне нужно отдохнуть. У меня устал голос, поэтому я благодарю вас за понимание. Я сейчас эти карты заберу в коробочку и скажу, что все 12 знаков есть у вас в гороскопе. Я советую вам смотреть все знаки. Вот, сейчас я отдохну и сделаю следующий эфир примерно через час. Если у вас ночь, доброй ночи. Если у вас утро, я надеюсь сделать для всех знаков за один день. Ну, если получится у меня, да? Вот, всем желаю счастья. Спасибо, что зашли ко мне на огонек. Спасибо дорогим спонсорам, кто слал денежку, пока я делала расклад. Это очень благородно с вашей стороны. Я сейчас закончу. Это было для тельцов, а предыдущие предсказания для овнов. И, конечно, YouTube сделает видео. Поэтому это будет видео для вас, чтобы вы им пользовались. И примерно через минут 30 я начну делать для следующих знаков. Я вас всех люблю, обожаю, всех моих друзей, те, кто пишет добрые слова, все, кто ставит лайк, это значит, мы друг друга поддерживаем, вот и все. Лайк — это значит, молодец, я тебя поддерживаю, а я вас поддерживаю. Будем видеться. Всем добра и буквально до скорой встречи.